Рэй, собака с трагическим прошлым, пережил нечеловеческое обращение от своего первого владельца. Этот человек не только его избивал и оставлял голодным, но и полностью его изолировал. В итоге Рэй стал ужасно опасаться людей, ожидая от них только беды. В конечном итоге его брошенный хозяин отдал его в приют, не сумев даже объяснить, что с псом не так. Заведующая приюта Дезире Миракл Уолдер отметила, что, несмотря на злоупотребление, Рэй оставался добрым и мягким по характеру. Сначала сотрудники приюта были настороженными, видя его грозный внешний вид. Однако, вскоре они поняли, что Рэй абсолютно безвреден, он даже не лаял, а скорее избегал встречи глазами и прятался в углу своей клетки. Со временем стало очевидно, что Рэй, хотя и испытывает страх перед людьми, все равно ищет с ними контакт. Каждый раз, когда кто-то заходил в его клетку, Рэй стремился быть как можно ближе, жаждя хотя бы кратковременного физического контакта. Он радовался каждому поглаживанию и особенно любил, когда ему пожимали лапу, это стало его своеобразным визитной карточкой. Эта особенность, однако, принесла ему несчастье. Рэй прожил в приюте почти 1,5 года, и в течение этого времени сотни людей прошли мимо его клетки. Многие из них, увидев его протянутую лапу, просто отводили глаза, считая его потенциально опасным, хотя Рэй ни разу не проявил агрессии. Дезире, руководительница приюта, была в недоумении, почему никто не хочет забрать эту прекрасную собаку. Она решила сделать все возможное, чтобы найти Рэю новый дом. Для этого она даже сняла видео, на котором Рэй протягивает лапу, в надежде, что это хоть как-то ускорит его адаптацию в новой семье. Через некоторое время в приют пришел молодой мужчина по имени Майк, исследуя возможность добавить пушистого члена в свою семью. Рэй, который уже привык к разочарованиям и не надеялся на лучшее, автоматически протянул лапу в приветствии, даже не осмелившись поднять голову. Он ожидал, что, как и многие до этого, Майк пройдет мимо на этот раз, однако история взяла другой поворот. Тяжелые рабочие ботинки остановились у его клетки, и кто-то дотронулся до его протянутой лапы. Шокированный и счастливый, Рэй шарахнулся и встретил своими глазами взгляд Майка. В тот момент оба поняли, их будущее будет вместе. Майк нежно погладил Рэя по голове, и для пса это стало знаком, он нашел своего настоящего хозяина. Майк не стал больше осматривать приют, его выбор был сделан. Сотрудники приюта едва удерживали слезы от счастья, когда Рэй, наконец, покинул свою клетку и с восторгом бросился к Майку. Этот момент стал для него настоящим переломом. Теперь Рэй живет на просторной ферме в северной части Нью-Йорка, окруженный новой семьей и двумя другими собаками, которые с радостью его приняли. Рэй полностью преодолел свой страх перед людьми и невероятно привязан к своим новым хозяевам, от которых он не хочет отходить даже на шаг.